Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Друзья мои, вы просили показать, как приготовить гибкие сахарные кружева, которыми я украшала куличи и имбирно-медовые пряники. Существуют готовые профессиональные смеси для гибкого айсинга, которые можно приобрести в специальных магазинах для кондитеров или интернет-магазинах. Также их можно приготовить самостоятельно, и бывают они на основе таких загустителей, как желатин, гуаровая камедь или, как в моем случае, пектин. Итак, давайте приступим. И для начала я расскажу о продуктах, которые нам понадобятся для этого сладкого украшения. Пектин – яблочный или цитрусовый. У меня яблочный. Фруктоза, которую можно купить в аптеке, в продуктовом магазине в отделе для диабетиков или заменить обычным сахаром в той же пропорции. Крахмал. Использовать можно рисовый, кукурузный или картофельный, от которого изделия получатся более блестящие. Как правило, я использую кукурузный. Теплая вода температурой 50-60 градусов. Пищевой глицерин частотой 99,7%, который можно купить в магазинах для кондитеров, заказать в интернете или приобрести в магазинах электронных сигарет и вейпов. Аптечный глицерин не подходит. У него частота 88%, а все остальное различные примеси. На выбор: патока, инвертный сироп, глюкозный сироп или, как в моем случае, жидкий мед. По желанию можно добавить любой ароматизатор, например, ванилин или несколько капель фруктовой эссенции, а также пищевые красители. Чтобы получить белоснежные кружева, я добавляю белый краситель диоксид титана. А для разноцветных кружев используйте любые цветные красители – сухие, гелевые или водорастворимые. Для начала смешиваем все сухие ингредиенты – пектин, фруктозу, крахмал и ванилин. Сухую смесь нужно тщательно смешать до однородного состояния. Заменять пектин агар-агаром нельзя, у них абсолютно разные свойства. В отдельную чашу, в которой будем замешивать массу, наливаем теплую воду, а затем всыпаем сухую смесь, не наоборот, и тщательно растираем массу до удаления комочков пектина. Друзья, напомню, что полный список ингредиентов в граммах будет в конце видео и в описании. Хорошо размешанную массу накрываем пленкой или блюдцем и для набухания пектина оставляем на столе минимум на полчаса, но можно и дольше. За это время еще пару раз ее перемешайте и хорошо перетрите. Пока масса набухает, я расскажу о самом главном, без чего не обойтись в приготовлении гибких кружев, а именно о специальных силиконовых ковриках для гибкого айсинга. Они бывают разного размера – маленькие, средние и большие, а также отличаются орнаментом и глубиной самого рисунка, в который заливается готовая жидкая смесь. Если вы планируете украшать, например, куличи, то идеально подойдут вот такие коврики длиной 30-40 см с одинарным рисунком. Бывают коврики с раздельными фрагментами, как эти бантики, или в виде отдельных ленточек. Маленькие коврики больше подходят для украшения кексов, капкейков, маленьких куличей или небольших тортиков. Есть коврики исключительно с тонкой бордюрной лентой различного орнамента. Но самые лучшие, на мой взгляд, вот такие большие коврики с 3 полосами рисунка. Конфигурации бывают различные. Все 3 полосы одинаковые, 2 одинаковые или все разные. Преимущество больших ковриков в том, что одновременно можно сушить сразу 3 кружева, экономя при этом время и электричество. Хотя эти коврики дороже, но они того стоят. Все свои коврики я заказывала на AliExpress. Ссылочки оставлю в описании. Там же будут ссылки на пищевые красители. А тем временем прошло 40 минут. Масса хорошо набухла, все комочки разошлись. Она получилась вот такая вязкая, эластичная, однородной консистенции. В массу добавляем 1 чайную ложку меда. Как я уже говорила, можно использовать патоку, глюкозный или инвертный сироп. И 1 чайную ложку глицерина. Глицерин стабилизирует массу, придает кружевам гибкость, уменьшает липкость, дает возможность легко снять кружево с коврика и продлевает срок хранения готовых изделий до нескольких месяцев. Все хорошо перемешиваем. Обратите внимание на цвет массы. Без красителя готовые кружева получатся точно такого же кремового цвета, поэтому добавляем немного белого пищевого красителя и все хорошо смешиваем.
Чтобы масса не подсыхала в процессе работы, накройте ее блюдцем или пленкой. Наносить готовую смесь можно с помощью силиконовой лопатки, но для этих целей лучше подходит гибкий шпатель. Ложкой выкладываем немного массы на сухой, ничем не смазанный коврик и распределяем ее по рисунку. Стараемся, чтобы смесь максимально заполнила нужный нам орнамент, а лишнюю массу полностью снимаем, иначе при высыхании она превратится в тонкую пленку поверх основного узора. Другими словами, заливаем массу в формы и убираем все излишки. Масса расходуется очень экономно. Остатки отправляем обратно в чашу и накрываем блюдцем. Подготовленный таким образом коврик перекладываем на противень и отправляем сушить в духовку на 20 минут при температуре 100 градусов или на 30 минут при температуре 90 градусов. Через 20 минут достаем готовые кружева, снимаем с противня и даем коврику полностью остыть. На это, как правило, уходит минут 5-10. А пока одни кружева остывают, окрасим массу в желтый цвет и нанесем на другой коврик. Цвета выбирайте по своему усмотрению. Они могут быть абсолютно любые. Насыщенность цвета регулируйте количеством красителя. А дальше все точно так же. Наносим массу. Втираем ее и снимаем излишки. При сушке гибких кружев учитывайте особенности вашей духовки. Такие кружева не сушат при температуре выше 100 градусов. Если нет возможности отрегулировать температуру, например, в газовой духовке, то лучше сушить при комнатной температуре в течение 3-5 часов. Перекладываем заполненный коврик на противень и снова отправляем в духовку. Белые кружева полностью остыли, теперь можно их снять. Делаем это очень аккуратно. Поддеваем краешек. Переворачиваем коврик и не спеша, помогая себе шпателем, отделяем кружево от коврика. Точно так же поступаем и с другим кружевом. Вот такая красота у нас получилась. Кружева очень мягкие, гибкие, к рукам не липнут, прекрасно сохраняют свою форму и очень податливые, как настоящие. Если все правильно сделать, то кружева идеально снимаются с коврика и не рвутся. Сам коврик остается практически чистым. В конце работы промойте его под проточной водой и высушите. А пока вторая партия кружев в духовке, окрасим оставшуюся массу в зеленый цвет и сделаем тонкие бордюрные ленточки. Если по разным причинам у вас осталась сырая масса и вы не успели ее переработать, то накрытая пищевой пленкой она прекрасно хранится в холодильнике. Из готовой профессиональной смеси в течение недели, а самодельная в течение 2-3 дней.
Достаем из духовки вторую партию, а последний коврик отправляем сушить. Даем им немного остыть и точно так же по очереди снимаем. Такими кружевами чаще всего оформляют торты, покрытые мастикой, и крепятся они с помощью водки, воды или пищевого клея. Эти гибкие кружева можно использовать и для украшения тортов, покрытых белково-заварным кремом, сливочным, сливочно-белковым кремом, а также крепить на глазурь и глиссаж. Однако оформлять такие торты кружевом нужно не более чем за 1,5–2 часа, а лучше непосредственно перед подачей на стол, иначе сахарные кружева растают. То же самое касается и куличей. Им надо дать полностью остыть и только потом украшать кружевом. А тем временем подоспели и зеленые кружева. Такие ленточки снимаются даже без помощи шпателя. Хранить сахарные кружева можно в течение 2–3 месяцев, но только в сухом месте при комнатной температуре. Для этого их перекладывают пергаментом и убирают в коробку или герметичный контейнер. Если вы живете во влажном климате, то для приготовления гибких кружев лучше брать готовые профессиональные смеси, хотя самодельные в разы дешевле. Такие украшения можно использовать как целиком, так и вырезать обычными ножницами любую нужную вам часть орнамента. Из этого небольшого количества сырой массы у нас получилось вот столько готовых украшений. Друзья, вы очень просили снять это видео, и я надеюсь, что оно было вам полезным. Если это так, не забудьте поставить лайк. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и делитесь ими с друзьями. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале много других рецептов, и каждый найдет что-то интересное для себя. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч! До новых вкусных рецептов!